Здравствуйте! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы готовим куриный нежный суп с ньокки. Нам понадобится куриные бедрышки. Можно также использовать другую часть курицы. Картофельные ньокки, лук, сельдерей, морковь, чеснок, кукурузный крахмал и вода. Сливки средней жирности, оливковое масло или любое другое растительное масло, молодой шпинат, он очень богат витаминами и клетчаткой, соль и молотый черный перец по вкусу. Начинаем с приготовления бульона. В кастрюлю с водой кладем куриные бедрышки и доводим до кипения. Как только закипит, снимаем пенку. Добавляем соль, перец и 1 целую луковицу. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и оставляем вариться на медленном огне примерно на час. Пока варится бульон, подготовим остальные ингредиенты. Лук, морковь и сельдерей нарезаем средними кубиками. Чеснок мелко измельчаем. В отдельной кастрюле разогреваем оливковое масло. Добавляем нарезанные овощи, лук, перец, сельдерей, морковь и чеснок. Обжариваем их на среднем огне, периодически помешивая примерно 5 минут. К этому времени бульон уже будет готов. Достаем курицу, немного остужаем и нарезаем ее небольшими кусочками. Теперь к обжаренным овощам наливаем процеженный бульон и добавляем нарезанную курицу. Доводим все это до легкого кипения. При желании ньокки делим пополам. Нам так больше нравится. Добавляем их в суп. Варим 3-4 минуты, пока ньокки всплывут на поверхность. Затем добавляем шпинат. Перемешиваем и варим еще 2-3 минуты, чтобы шпинат слегка осел, но сохранил свежий вкус и цвет. Отдельно смешиваем крахмал с холодной водой. Эту смесь добавляем в сливки. Лучше заранее достать сливки из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Уменьшаем огонь до низкого. Постепенно вливаем сливки в суп, аккуратно помешивая. На среднем огне доводим до закипания. И даем повариться еще пару минут до легкого загустения. Ну что, наш суп готов. Посмотрите, какой у нас красивый получился. У нас получается нежный, ароматный сливочный суп с куриными бедрышками, картофельными ньокки и свежим шпинатом. Когда вы подаете суп к столу, также по желанию можно присыпать его измельченным сыром пармезан для вкуса. Идеальный уютный обед для всей семьи. До скорой встречи в следующем видео. Пока-пока.